Он реально работает и даже не мешает записи видео. Поехали! Привет всем, вы на канале KitaiQX, и как вы поняли из названия, у нас очередная посылочка из Китая с AliExpress. Это у нас телесуфлер от фирмы Andoer. Как вы знаете, у нас была петличка андоеровская в обзоре, и вообще Andoer довольно качественные вещи делает. Приходит телесуфлер вот такой вот картонной коробки, почему-то порванная, не знаю почему, видно, и где-то уже открывали, а может китаец проверял. Что у нас по комплектации? Давайте сейчас по комплектации. Стоимость вот этой комплектации $22. Можно взять и за 20, но средняя цена 25. Вот так вот приходит красиво упаковано. У нас тут есть сам телесуфлер, пульт, переходник, крепеж для смартфона, инструкция для пульта. И, в принципе, это вся комплектация. Ну, тут еще есть салфеточка и такое резиновое колечко, которое клеится, чтобы не поцарапать ваш смартфон. Этот телесуфлер подходит как и к смартфону, так и к камере. Можно его прицепить до камеры. В принципе, можно купить переходнички всякие для разных камер. В данном случае к смартфону идет комплект с крепежом для смартфона. Шириной 9,5 сантиметров. То есть, туда можно засунуть что-то типа телефона, может чуть мини-планшета, да, 9,5 сантиметров. Сам же размер телесуфлера 15 на 10 на 17 и вес 270 грамм. Вот этот весь комплект без пульта 270 грамм. Кстати, с пультом батареечки не идут, так что сразу запасайтесь батарейками. Пульт блютузный. Также у нас есть штативные крепежи, крепежи для смартфона, и на самом телесуфлере есть штативный крепеж. Как бы это круто. Вот такая вот у нас тут линза, не знаю, короче, зеркальная, полузеркальная поверхность. Вот так вот это выглядит. Мы, кстати, обязательно посмотрим, как это будет выглядеть со стороны камеры. Будет ли эта линза мешать съемке. Также по бокам у нас тут есть дополнительные крепежи к свету, микрофону и всего остальному. Это мы тоже далее посмотрим. Для зажима телефона у нас полностью есть везде резиновые вставочки. Они даже не резиновые, такие более поролоновые, мягенькие, хорошие. То есть вы свой телефон точно не поцарапаете, ни один, ни второй. По качеству могу сказать, что качество прям отменное, сделано хорошо, пластик хороший, крепежи все хорошие. Сказать, что где-то что-то там плохо сделано, не скажу. В принципе, все хорошо. По качеству мне нравится. Ну, Andoer, в принципе, делает хорошо. Теперь давайте наклеим кружочек. Вот так вот это все собирается, вот так вот болтом зажимается. Хотите телефон вертикально, хотите горизонтально, в принципе, любое положение поддерживает. Возможно, будет один минус, что вот этот зажим для телефона будет нажимать вам кнопки громкости або включения-выключения. Ну, тут вам уже придется что-нибудь мудрить. Например, в моем телефоне все нормально, а вот у меня знакомый, кстати, это он его и заказывал, у него нажимаются кнопки. Еще одно но очень большое, что вам надо иметь два телефона, чтобы один у вас работал как телесуфлер, а вторым вы снимали. То есть имейте в виду, что вам надо два смартфона, ну или камеру и смартфон. Также, как я и сказал, можно купить переходные кольца. Давайте посмотрим на пульт. Пульт выглядит вот так. Чувствуется, что очень дешевый пульт. Это типа у нас геймерский такой, типа VR, не VR, не знаю как назвать. Тут есть два режима. Вот переключатель K типа клавиатура и Game типа игровой. Конечно, качество пульта хотелось бы лучше, но тем не менее он есть и хорошо. Сверху у нас есть кнопка, тут джойстик, включение-выключение, кнопочка меню типа, не знаю. Короче, на разных телефонах он почему-то работает по-разному. В данном случае, если мы вот так вставили батарейки, он включился, но нам его надо выключить. Надо зажать вот эту левую кнопку, и пульт выключается. Не забывайте выключать, потому что будет высаживать батарейки. Чтобы его подконнектить к телефону, естественно, надо телефон, Bluetooth включить и зажать вот эти две кнопки, левую и правую, которые вот у нас под джойстиком. И идет соображение, то есть там на 2-3 секунды буквально зажимаете, начинает светиться светодиод, моргать, и вы подключаете вот так. И все. После этого, когда вы переключаете в режим K, у нас вот этот джойстик работает как мышка, то есть можно по телефону себе спокойно управлять мышкой. Кстати, этот пульт так же само подключается к компьютеру, можете
можете играть в него игры, кому это надо, кому интересно. Если вот будут писать, вот есть такие люди, которые: а этот пульт можно подключить к компьютеру? Можно. Подключайте через Bluetooth и пользуйтесь. Он будет работать, в принципе, как джойстик, клавиатура, мышка, не знаю. Короче, верхняя кнопка это у нас в телесуфлере, она будет работать как Enter, типа пауза и воспроизведение. Вообще, возможно, есть какие-то программки, которые переназначают кнопки, не знаю, не пробовал, не ставил. Мне этот пульт именно нужен к телесуфлеру. Телесуфлер куплял не себе, чтобы вы сразу знали. Я телесуфлером не пользуюсь. Также в телесуфлере почему-то надо выбирать мод Game, потому что в Key он працюет как-то неправильно. Не знаю почему. Естественно, надо скачать программку, которая у нас идет в инструкции по телесуфлеру. Вот так вот она выглядит. Ничего такого примечательного. Название программки вот снизу, если по какой-то причине вдруг у вас не выходит ее скачать. Настраивается, в принципе, программка очень простенькая. Тут ничего такого нету. Кстати, текст сгенерировал ChatGPT для меня. Если кто прочитает этот весь текст, плюсик в комментарии, я буду знать, что вы молодцы. Задаем текст, вставляем его сюда, создаем. У нас уже текст тут появляется. Естественно, он зеркально, потому что у нас он будет как бы отображаться. Еще есть вот такая красная полоса, которая показывает, где вам надо читать. Вот красная полоса именно сделана для того, чтобы вы читали именно по ней, потому что первое, у вас будут глаза вниз вверх, и это на камере будет видно. А второе, это будет выглядеть, ну, нехорошо. Мы можем выбрать цвета, можем выбрать размер. Все тут можно понастраивать, в принципе, скорость. Ну, настроек немного, но они есть. Также можно вверх-вниз поменять, если, допустим, у вас телефон вставляется, чтобы не нажимались кнопки. Пульт, верхняя кнопочка у нас Play Stop, именно в режиме Game. Вот у меня работает в режиме Game. Потом вы можете джойстиком управлять, перелистывать. Да и в принципе тут больше ничего не надо. Влево-вправо у нас скорость. Тут вообще, ну, больше нету, прошу рассказывать. Пульт, в принципе, работает, свою функцию выполняет. Теперь давайте непосредственно вставим телефон в сам телесуфлер и посмотрим, как это будет выглядеть уже в отражении. Как я и говорю, надо читать именно по красной линии, по-другому никак, потому что, ну, будет это выглядеть неестественно. И вот мы вставили, и обязательно смотрите, как у вас отображается текст, чтобы его можно было прочитать. Напоминаю, что текст сгенерировал ChatGPT в таком стиле, типа веселом, подписаться на канал. И не забываем подписаться на канал, поставить лайк, не забываем за спонсорство, buy me a coffee, поддержите канал, буду очень благодарен. С этой стороны оно довольно привлекательно. Если у вас плохое зрение, можно шрифт больше сделать. Вот там вот дырочка посередине, туда у нас будет камера выставляться. И посмотрим, как оно будет выглядеть в камере. А выглядит оно вот так. И что? А мы тут ничего не видим. Мы видим снизу телефон, на нем идет текст, а в самом стекле мы не видим, чтобы бежал текст, а он там бежит. То есть работает штука эта классно, записи она не мешает. В комплекте идет у нас салфетка, не забываем протирать перед каждой съемкой эту линзу, чтобы, ну, ничего вам не попало, не помешало вашей картинке. Вот еще раз посмотрим, как это выглядит. Прям паузу нажму на тексте в этом отверстии и посмотрим, и ничего не мешает, прям хорошо. Ну, прям нравится, мне нравится, хорошо сделано, линза хорошая. Также, как я и говорил, тут можно цепить еще всякие крепежи слева, справа, сверху, то есть дополнительный свет, навешать микрофон слева или справа. Короче, можно понавешивать, тут есть крепежи, и это хорошо. То есть за это фирма подумала. А теперь давайте посмотрим, как это выглядит в реальных условиях. Нам поможет в этом скелет наш, который был в предыдущих видео. Кому интересно, переходите, вот ссылочка сверху в подсказках. Вот так вот это выглядит, навешал свет, вцепил микрофон, телесуфлер работает, скелет смотрит. В данный момент рост скелета 80 сантиметров. И вот так вот это выглядит сбоку. То есть как бы довольно неплохо. Тут реально у этого телесуфлера есть много предназначений. Даже если вы не хотите записывать видео, вы можете сдавать какие-то онлайн уроки, онлайн экзамены. Короче, это может служить вам как шпаргалка. Никто даже не узнает, что вы читаете. То есть навешали сверху на камеру, на веб-камеру себе эту фигню.
меню и вперед читаете, смотрите. Конечно, я вам этого не рассказывал, используйте его как телесуфлер, а не как шпаргалки для сдачи экзаменов. Давайте подведем итоги. Плюсы. Довольно качественный, недорогой, с крепежом к телефону, можно прицепить до камеры. Также плюс у нас есть 3 крепежа дополнительных для микрофона, для света, не знаю, там шед для одного света, допустим, чтобы сбоку какой-нибудь оттенок. Штативные крепежи, везде резиновые прокладочки, все так мягенько, все хорошо, на пружинках работает, довольно хороший пластик. И также не идет отражение в стекле при съемке, то есть камера вообще не замечает, что что-то там творится. Минусы. Надо использовать 2 телефона. Ну, по-другому никак. За такие деньги, я не знаю, по-другому никак. Надо иметь в виду, что надо 2 телефона. Еще один минус — это пульт. Он какого-то такого посредственного качества, но он подключился, он работает. Ну и все, и минусов в принципе нету. Ну, то, что вам надо еще, наверное, минус заморочиться, весь сценарий полностью написать, чтобы читать. Просто, например, я озвучиваю видосы, у меня сценарии написаны просто пунктами. Там, не знаю, цена, качество, комплектация. Вот по таким пунктам у меня озвучивается видео. И я вот сижу и просто озвучиваю его, можно сказать, с головы полностью. То есть у меня главные пункты выписаны, и я по ним иду. А вот для этой штуки вам надо полностью написать сценарий от А до Я и по сценарию зачитывать. Не знаю, насколько это удобно. Я этой штукой вряд ли пользоваться когда-то буду, но тем не менее имеет место быть. Но вы были на канале KitaiQX, подписываемся на канал, ставим палец вверх. Не забываем делиться этим видео, потому что может кому-то надо, а люди не знают, что такое есть, и довольно за адекватные цены. Ну и не забываем за Buy Me a Coffee. Можете купить чашечку кофе, можете оформить спонсорство даже на месяц, потом отписаться. Мне будет приятно, вы поддержите этим канал. Все, до новых встреч, ждем следующее видео.